Итак, презентацию в честь 30-летия серии PES мы уже рассмотрели, также мы обсудили перенос внутриигровых данных в eFootball 2026, а что же будет дальше? До релиза самой 26-й части остается не так много на самом-то деле, но до этого момента у нас остается этакий пробел, которым мы по сути не знаем, чем себя занять, в принципе как и Konami, и последнее оперативное обновление это лишний раз подтверждает, но не все так однозначно. И давайте поговорим, что же нас ожидает в ближайшие недели, какие новости мы сможем услышать и когда именно получим конкретную информацию о нововведениях в 26-й части. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock, ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке, а также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. А если вы обладатель такой платформы как ПК и играете в Steam и вам необходимо пополнить его баланс, то это также можно сделать на PlayRock с наименьшей комиссией на рынке. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. А учитывая, что PlayRock также любит проводить розыгрыши, в их официальном ТГ-канале проходит один из таких, в котором можно выиграть iPhone 16 за подписку на ТГ-канал. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так о чем это я? Точно. Думаю, что у некоторых игроков, точно так же, как и у меня, вызвала недоумение презентация в честь 30-летия тем фактом, что касаемо 26-й части сказали не так уж и много. Да, анонсировали две новые функции, два нововведения, но, как я упоминал в предыдущих роликах, толкового ничего про них не рассказали. Не объяснили, как это будет работать, даже не показали принцип действия в виде каких-нибудь небольших геймплейных кадров, просто слайды информации, из которых не так понятно, как могло бы быть. Но в Konami сидят не глупцы и сразу же сняли с себя ответственность, заявив о том, что перед релизом версии 5.0.0 состоится очередной стрим из разряда eFootball Connect, на котором разработчики и рассказывают обо всех нововведениях предстоящего обновления, но очевидно, что до этого стрима с этими объяснениями придется нехило так подождать, потому что, как правило, eFootball Connect проходил за несколько дней до самого обновления, и если мы все еще держим в уме, что обновление будет именно 14 августа, ибо об этом все буквально-таки кричит, то, скорее всего, eFootball Connect пройдет где-нибудь 12 или 13 августа, за сутки или за несколько до обновления версии 5.0.0. Наверняка мы получим больше сведений об этих двух нововведениях, о которых уже успели заявить. Это нововведение, связанное с ролью главных тренеров на наши игровые составы, и также отдельный режим, что-то из разряда охоты за сокровищами. В принципе, Galvanian в своем твиттер-аккаунте более-менее постарался расписать, в чем заключается суть этих режимов, но думаю, что об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз, поскольку помимо них нас также ожидает и другое нововведение, о котором Konami пока что не обмолвились. Если вы наблюдали тот самый трейлер, который Konami крутили во время стрима в честь 30-летия, то наверняка заметили, что помимо привычных нам стадионов, вот в этих немногочисленных геймплейных кадрах, присутствует какой-то странный, не совсем знакомый стадион, и опять же в одном из своих роликов я это также отмечал. И вот этот стадион как раз таки и может быть связан с новой функцией, а именно с функцией возможности редактирования стадионов. По словам Ренана Гальвани, в игре появится возможность кастомизировать стадион точно так же, как это происходит в EAFK и в UFL. То есть не создавать стадион с нуля, а просто редактировать уже имеющиеся арены. И я так понимаю, что вот эта видоизмененная арена, видоизмененный стадион как раз таки и результат этой самой функции. Опять же, пока что никаких подтверждений этому нет, но с высокой долей вероятности об этом мы также узнаем во время трансляции eFootball Connect. И хотелось бы верить, что этими тремя нововведениями дело не ограничится, и во время eFootball Connect мы услышим намного больше нововведений, чем заявлено на данный момент. Но, к слову, eFootball Connect это не единственная, так сказать, темка, которую Konami собираются провернуть, поскольку, со слов того же самого Гальвани, планируется отдельная кампания с участием Месси. Пока что не совсем понятно, то ли это какая-то игровая кампания, в которой, как и всегда, Месси будет главным лицом, то ли прям какой-то отдельный проект, в котором Месси также выступит, ну, именно вот само выступление. И вроде как это должно произойти до релиза eFootball 2026. Konami об этом также не упоминали, но вроде как у них это в планах имеется. В общем-то, до середины августа, до непосредственного релиза 26-й части, без новостей мы так или иначе, но не останемся. Поэтому продолжаем следить с придыханием, держать руку на пульсе, поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно подписывайтесь
подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на этот канал и прожимайте колокольчик для уведомлений. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!